Впереди меня ждут дни, наполненные яркими эмоциями. Я пошла! За последние годы польская игровая индустрия настолько выросла, что теперь каждый местный разработчик четко уверен, что должен создать свою собственную масштабную ролевую игру AAA класса. Ну или Сталкер. Это вообще можно произносить на ютубе? Пусть будет Чернобыль. Примерно об этом же думали и Techland, разрабатывая Dying Light 2. Ведь их первая успешная игра про зомби получилась всего лишь с 5-й попытки. Поэтому теперь они нацелились минимум на Ведьмака. Я гений, как бы. К сожалению, за 7 долгих лет разработки В Азкабане! игра так и не определилась, чем она будет. Бывший сценарист Крис Авилон хотел проработанный сюжет с упрощенным геймплеем. В идеале еще не сесть в тюрьму. А креативный директор Адриан Чижевский в первую очередь ставил современный геймплей. Желательно, как у Ubisoft. Крайне желательно с предзаказом польского Ultimate обещания выпустить 2 дополнения. И отдельным делюкс обещанием не повторить судьбу Киберпанка. Нет, где гарантии? И именно этому великому человеку принадлежит фраза, что Dying Light раскрывает весь свой потенциал в 30 FPS. Он сумасшедший. Тем не менее, вторая часть — это огромный скачок для Techland. Это буквально новый уровень сотрудничества с блогерами. Даже мне ключик дали. Они вообще смотрели мой канал? У меня задержка в развитии! Задержка в развитии! Одних приглашали на презентации, другие пытаются делать вид, что случайно упали на коллекционку. Продажный, рекламный — нет. Просто к совпало. Но каждый из нас честный игровой журналист. Кое-что из этого удалось, а кое-что совсем нет. А за блестяшку? Смотрите, какую красоту прислали разработчики Dying Light 2. Я люблю эту игру. Правда, иногда ощущение, что обзоры к этой игре делали разные люди. Как паркурные анимации персонажей рваненько соединяются друг с другом. Анимации плавные. Господи, еще один шизофреник. Если они вообще играли. Цены в игре, ну скажем так, очень большие. Что это такое? Что это? Играли в игры в принципе. Dying Light 2 по части сюжета. Он просто скучный, и сами разработчики это понимали, потому что иначе они бы не добавили кнопку скипа в катсценах. Что это такое? Я не знаю. Что это такое? Что это? Вот это вот оно. Ну как можно обвинять скромного блогера в том, что он не играл в игру, если он сам показал целых 55 часов? Правда, ачивок 15. Но это выглядит абсолютно неподозрительно. Главный вопрос, стоит ли вообще покупать игру? Покупать что-то в принципе. Одни игры сейчас становятся по цене автомобиля. На выбор осталась Лада. А другие игры вообще блокируются. Даже в WoW официально больше не поиграть. И остались у нас только Зеленый Друг и старые добрые бесплатные фанатские сервера World of Warcraft. Да свершится предначертанное. И лучший среди них проект Sirius. Это абсолютно другой, кастомный WoW. Уникальные боссы, созданные с нуля. Уникальные локации, созданные с нуля. Уникальные рейды и даже расы. На проекте реализован собственный механизм 3 фракций. Орда, Альянс, стань ренегатом. Будь за всех, против всех. И выполняй заказы на убийство других игроков. Что в принципе самое выгодное. И ко всему этому регулярные ивенты и призовые турниры. И что самое главное, сделан хороший баланс между классами. А это доказывает, что как минимум над этим сервером работают лучше, чем инвалиды из Blizzard. Начни покорять Азерот на проекте Sirius и получи бонусы по моей ссылке в описании. Ну а все, кто потратил деньги на продолжение, могут насладиться невероятными изменениями за 6 лет разработки. Улучшили стелс. Правда, он бесполезный. Улучшили паркур, но ограничили его выносливостью. Добавили параплан, которому почему-то тоже нужна выносливость. Но самое главное, это абсолютно новый европейский город. В отличие от этого вашего арабского Харана с русскими трущобами и флагами Польши. О, курва! И в Харане первую половину мы паркурили по одноэтажному гетто, а во второй попадали в полноценный поселок городского типа. Як мене вже заїбало ваше єбуче село! Похожая схема осталась и в Dying Light 2. Мы эту систему вам и в 3-ю часть засунем, а потом продадим дополнение с полями и машинами. И новый город действительно масштабный и реалистичный, а его наполнение абсолютно уникально. Видишь контент? Нет. И я не вижу. Мы можем захватывать вышки, редкие вышки и легендарные вышки. Но чтобы захватить вышку, вам нужно залететь на какую-нибудь вышку, чтобы отметить бинокли вышки. И помните, Хорошо, хоть не нужно лезть на самый верх. многие
Многие вещи в первой Dying Light работали не идеально, поэтому во второй части их вырезали. Ради реализма. Оружие, правда, осталось в виде пасхалок, а палец почему-то стреляет патронами. А реализм? А реализм? А реализм? Больше всего жаль крюкошку. Посмотри, во что они превратили моего мальчика. И так как времени на разработку было мало, количество навыков уменьшилось в 4 раза. Ведь многие из них были нереалистичны. Как, например, маскировка в кишках зомби. Зато добавили двойной прыжок. Вот теперь заживем как реальные люди. А для лечения ранений и иммунитета прям как в жизни нужно кушать мед, ромашку и... Грибочки. И так как Dying Light 2 теперь РПГейство, добавили выбор в диалогах из Киберпанка. Снаряжение, как в Киберпанке. И даже отсылки на Киберпанк. А, нет, это просто баг. Но так как Техлан пообещали не повторить судьбу Киберпанка, багов в этой игре действительно мало. Вот, например, меня в упор не замечает одинокий зомби. Правда, он еще и летает вместе со столбом. Я считаю, это достойно минимум 3 отсылок на разработчиков с отдельной комнатой разработчиков. Это ведь не какой-то позорный Ведьмак с убогой картиной сотрудников за картой мира. У нас тут минимум духовный наследник Сталкера. Посиделки у костра есть, даже аномалии завезли. Сейчас артефакт найду и на базу. А благодаря всеми любимой Next Gen технологии Denuvo, для комфортной игры подойдет даже тостер, если к нему привязать 3080. Но смотря на графику, можно четко сказать: превзошла оригинал во всех аспектах. Игры станут неотличимы от реальности. Просто неотличимы. Вот как изменился Ассасин за 6 лет, вот GTA за 5 лет, это Ведьмак за 4 года, а это Dying Light 2. Осталось только понять, кто украл FPS. Это ведь были вы, не разбивающиеся бутылочки. И не настолько это важный проект, чтобы придумывать к нему новый сюжет. Так же, как и в прошлой части, мы снова заражены. Что? Опять? Но если раньше нас отпускали резвиться зомби в городе спустя 10 минут... Я сейчас убью всех! Новое обучение решили растянуть на 2 часа. Ведь мы никогда не играли в игры. Ебать, как сложно. В нем мы побываем в лесных окрестностях, которых больше в игре не будет. Поболтаем с первым персонажем исключительно правильного цвета. Единственный раз. И даже сразимся с новым зомби, которого в принципе тоже больше не будет. Но эту встречу вы запомните навсегда. А весь сюжет Dying Light 2 построен на поиске сестры нового главного героя. Во время апокалипсиса над ними и другими похищенными детьми проводились эксперименты для возвышения человеческой расы. Стоп, так это же сюжет последнего Серафима. Вон, даже тяночки похожи. И о сестре будут напоминать постоянно. Мы видим ее во флешбеках, говорим о ней и устраиваем геноцид во имя семьи. Правда, саму сестру увидим только в конце. Но это... Неважно. Больше вопросов, откуда такая одержимость сестрой. Что будешь делать, когда найдешь сестру? Половые отношения. И в этом поиске уже в самом начале нас успели заразить, втянуть в какие-то стрёмные разборки с нашим добрым врачом из детства и вручить самое долгое курьерское задание за всю игру. Посылка — это военный ключ. А вот что конкретно с ним делать и куда нести, неизвестно. И я, например, за счет него фармил навыки всю игру. Ведь каждую прекрасную минуту этот вибратор повторяет одну и ту же фразу. Раз за разом. И только мы выбрались в город, где должны найти сестру, местные жители любезно решили нас повесить. По абсолютно логичной причине. Документов нету. К счастью, нас решил спасти какой-то узбек. Как оказалось, этот Хакон не только отличный мужик, любовник, предатель, единственное, чье существование влияет на разницу в сюжете, основатель паркура, но и счастливый обладатель 2 жен и сумасшедший бывший, пытающийся его убить. С этого момента... Мы с тобой теперь лучшие друзья. А вот с остальными персонажами начинаются проблемы. Всего в игре существует 4 фракции. Жесткая вооруженная военная группировка со скромным названием Миротворцы. Противостоит им еще более опасная фракция Люди Базара. Еще есть банда Ройса. К сожалению, их не успели добавить в игру. Ведь их главарь — это белый мужчина. И даже не гей. И последняя фракция — бывшая Хакона. И из всех сторон конфликта это самая непостоянная. В одних сценах она темнокожая, в трейлерах вообще другой человек. А первый мод превращает ее из обезьяны в женщину. Сначала она нас пытается убить, потом спасает. Как только мы отключились, сразу же бросила. А после до конца игры притворяется, что мы настолько хорошие друзья, что возможно она
она нам даже даст. Нам никто не дал. Даже после выполнения ее личного квеста максимум, что мы получили, это поцелуй в щечку. И письменный ответ на наши попытки выйти из френд-зоны. Я хочу сейчас побыть одна. Единственное, кто нам дала за всю игру, это библиотекарша. Одобряю. Найкраще місце для хорошого сексу. Правда, вместо мультика показали черный экран. Но если получилось заромантить хотя бы одну женщину, можно считать, что заромантили всех. Ведь у каждой девушки в этой игре есть кое-что общее. Моделька персонажа. Видимо, при создании дизайна женщин в мире постапокалипсиса разработчики придерживались единой политики. Ботокс в губах должен быть у каждой. И неважно, женщина это бабка, темнокожая женщина или ребенок. Детка, как я выгляжу? Прекрасно. И так как все они исключительно сильные и независимые, диалоги для них писались из пацанских пабликов. Почему, я не помню. Многие предпочитают забыть меня, если выживают. Где дети? Когда-нибудь об этом напишут книгу. Кто дал тебе право убивать? Самый высокий суд на земле. Понятно. Ебанутая. С мужчинами ситуация еще хуже. Большинство из них предатели, сумасшедшие, отсталые, алкаши с четко поставленной целью. Всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо. Или геи. С последними, в принципе, можно вести конструктивный диалог. И благодаря навыкам, полученным из аниме, я смог получить лучшую концовку в игре. Ты не злой, ты не злой, ты не злой, ты не злой. Правда, практически всегда все ваши ответы ни на что не влияют. Ты волк или овца? Овца. Именно так ответил бы волк. Да ты заебал. Но если не обращать на это внимание, от многих сюжетных миссий можно получать удовольствие. Это несложно, когда других игр нет. Например, при поиске некого Райнера. Сядь. У нас появится выбор между геем и черным шоколадом. Я не буду выбирать вовсе. А в самой жесткой миссии в лифте авторы умело разряжают обстановку добрыми отсылками. Правда, в какой-то момент ты осознаешь, что если кто-то слишком много о себе рассказывает, или его просят не умереть... Появился флаг смерти. И еще более смешно, когда после 10 часов бессмысленного и беспощадного фарма кто-то угрожает меня убить. Не меня с вами заперли. Это вас заперли со мной. И да, в Dying Light 2 ваши решения действительно влияют на сюжет. Об этом говорят журналисты, разработчики, даже персонажи внутри игры. Каждое решение влияет на этот мир. Пиздобол. А концовка зависит от невероятного количества решений. Например, кому вы отдаете захваченную легендарную вышку? Одну из 8. Единственный раз за игру. И от целых 2 решений. Одно из которых в конце игры. И вот что будет в конце игры, если встать на сторону гея. А вот если довериться миротворцам. Нет, нам просто покажут черный экран с белыми субтитрами. Но, к счастью, помимо сюжета, здесь полно второстепенных квестов, на которые многие блогеры жалуются, называя их «подай, принеси», и пугаются их количеству. Их много. Но никто из них не сказал, что просит нас принести водочку для мужа на охоте от любящей жены. И пока мы что-то несем, может произойти что угодно. Даже рэп-баттл. И это прекрасно. Даже не важно, что мы в этот момент летаем. Все эти 6 побочных квестов восхитительны. Стоп. Какие такие 500 часов? А, вы про эти квесты. Ну да, в игре очень много квестов. Правда, эти квесты из Assassin's Creed Valhalla, которая украла их идею из RDR 2. Вы можете просто прийти на точку, послушать историю очередного сумасшедшего, и квест пройден. Даже награду получите. Совершенство. И да, я ни слова не сказал про зомби. Ведь Dying Light 2 это теперь игра про психологические проблемы, семейные скандалы и Санта-Барбару, у каждого с кем вы общаетесь. Первые 20 минут я помню, где я нахожусь. Потом я начинаю думать, что я нахожусь в студии Малахова. Ну да, зомби в этой игре есть. И вот какие они были в первой части. Я трахну тебя в твою жопу. А это во второй. Такой он забавный. Новые зомби настолько пассивные, что вы можете делать с ними что угодно. Буквально что угодно. А вот что будет, если вы просто отойдете постать, стоя на крыше в оригинале. Володенька, мы же тоже умеем бегать, Володя. Изменилось и самое главное во врагах — ночной режим. Раньше мы играли по одному четкому правилу. Главное не спиздить многое. Главное съесть
съебаться вовремя. А сейчас ночью точно такие же тупорылые и пассивные зомби выходят на улицу, чтобы удобно освободить вам здание для лутинга. Но вы можете усложнить себе игру сами. Нужно всего лишь набрать 4 уровня розыска зомби. Прям как в GTA. Какая же это все хуйня. Теперь же нас физически заставляют играть ночью. Ведь в первой части геймерам хватало прочувствовать ночной геймплей в обучении, чтобы больше никогда в него не возвращаться. Я наложил в штаны. Даже не знаю, что их так испугало. Полное отсутствие видимости, каждый сантиметр пытаешься вас найти и убить, после чего вы потеряете опыт. Целые хоррор-локации. Призраки, зомби-дети, которым нужно сворачивать шею. Это была прекрасная игра. Отныне Ночь Dying Light 2 это мир, где... Живут только пони. Они питаются радугой и какают бабочками. Но стоит отдать должное искусственному интеллекту человеческих врагов. Какой прекрасный боевой дух. Многие также жалуются на оружие, ведь оказывается, его теперь нельзя чинить. В игре нельзя чинить оружие. Не может быть! Но вместо геймплея страх теперь приносит прокачка абсолютно всего. 9 уровней приманки, 9 уровней ножей, 9 уровней аптечек, 9 уровней мин, 9 уровней коктейлей Молотова, 9 уровней факела, 9 уровней отмычек. Я несу радость, а ты? А я ебашу в праздники. Но это все незначительные проблемы. Плевать даже на то, что игра не доделана на треть и заканчивается на 6 уровне из 9. Зачем было вырезать контент из прошлой части? Режим мультиплеера вырезали, X-Ray вырезали, вылазки вырезали, новую игру плюс вырезали, способности вырезали, огнестрел вырезали, машины вырезали, крюкошку кастрировали. И остался только кооп и пасхалки. А в игру на протяжении 5 лет будут возвращать все то, что уже было в первой части. Ведь больше геймеры не играют в игры. Теперь мы играем в патчи. So good. Для следующего практически видео мне пришлось потратить скромные 70 тысяч рублей. И теперь у меня... 0 на счету! 0! Поэтому я прошу поставить этому топу аниме 70 тысяч лайков. Только лайки теперь есть и буду. А еще я теперь телеграмщик. И в моем телеграме вы найдете все, за что все любят эту платформу. Нюцы, мемы, АСМР и какие-то закладки с центральным процессором. Без понятия, что это все значит, но теперь у нас с вами остался незаблокированным только телеграм.